Друзья, приветствую вас на канале Алекс Войда. Все началось с этого зубчатого колеса. Скорее всего, это одна из ведомых шестерней коробки переключения передач тягача Volvo. Марка известна мне доподлинно. На шестерне есть клеймо. Грязное, в старом масле и битумных отложениях, колесо досталось мне в пункте приема металлолома. И хотя выглядит оно ужасно, находка подходит мне на все 100%. Отмытой в растворителях, расчищенной и со снятым вкладышем, шестерне вернулись былой лоск и брутальность, так необходимые моему проекту. Но самое главное, шестерня обладает симметрией, позволяющей разделить колесо на 4 одинаковых части. Я так и сделал, истратив на это 2 отрезных диска. Volvo, ты умеешь сделать свои детали по-настоящему прочными. Твердую сталь и строгие грани косых зубов шестерни контрастно подчеркнет природная красота древесины. У меня как раз есть переливистая доска ясеня. Смотреться будет прекрасно. Нежные волны годовых колец и строгая полированная сталь, еще помнящая те адские усилия, с которыми она проворачивала другие шестерни, подчиняясь напору сотен лошадиных сил и тысяч ньютон-метров. У меня нет никакого желания тягаться с Икеей или другими мэтрами. И я стараюсь делать вещи, которые не встретишь в магазинах. Так, например, в подарок сыновьям на Новый год я сделал подставку для дисков PlayStation. Прекрасный проект, очень люблю его. Думаю, пока это мой лучший проект. Убедитесь сами, жмите на ссылку и переходите прямо туда. Вдобавок к деталям из шестерни, мне надо изготовить и детали из дерева. Они должны быть примерно такой же полукруглой формы, но только деревянные.
Для этого я вот склеил два бруска. Здесь будут располагаться детали, а это промежуточный брусочек для фиксации этих. Урезал его чуть-чуть, устрогал. У меня есть трехбазовый фрезер. Для одной из баз этого фрезера я изготовил вот такое основание. Заранее изготовил отверстие необходимого радиуса. Здесь делаю отверстие, буду соединять с помощью винта и производить вот такое вращение. Благодаря этому все вырежется. Как уже сказал, на базе нет устройства для регулировки высоты, поэтому попробую с помощью рейсмуса выставить глубину, просто упираясь одновременно и в фрезу, и в базу. Прием с шурупами и деревянными пробками я использую довольно часто. Так было и в проекте о полке для хранения вина в форме полумесяца. Интересная интерьерная вещь, соблазняет гостей к винопитию, а своего владельца к мечтам и фантазиям. Жмите на ссылку и переходите на рассказ о полумесяце, хранящем вино и фантазии.
готовы мои брутальные упоры для книг. А что ими лучше всего удерживать? Хорошие книги по теории надежности машин, история развития техники, детали машин, теоретическая механика. Все самое ценное. Знания, практика, опыт. Все вместе.